Привет! Не пугайтесь, в этом видео я совершенно не собираюсь рассказывать про тусовки, релизы и ролики на трубе. Скорее, я хочу поделиться с вами всем, что смог забэкапить. Данные материалы помогут вам сэкономить неопределенное количество времени на пути изучения чиптюн музыки на различных устройствах и различными методами. Для тех, кому интересно, где все это скачать и почему я так делаю, информация в конце видео. А тем, кто не знаком с проектом Rooms SSSR, сейчас покажу все, что имеется в данном архиве и коротко о том, как этим пользоваться. Это настоящий бустер-пак 8-бит чиптюн музыки. Более подробные инструкции вы найдете на канале по тематике каждого отдельного видео. Рекомендую ознакомиться со всей этой ерундой, если вы занимаетесь или интересуетесь созданием пиликалок и планируете использовать пиксельный саунд в своих работах. Погнали по LSDJ, классический геймбой-трекер для чиптюна, сейвы для Little Sound, которые я смог забэкапить на данный момент, и необходимые инструменты для работы с ними. С вас BGB эмулятор на винде, Sameboy для Mac и другие эмули ваших портативных устройств. Все необходимое в одном месте. Определяемся с версией LSDJ и накидываем в сейв тюны с помощью менеджера. Открываем ROM и в эмуляторе получаем полный доступ к композиции и инструментам. Заимствуйте, копируйте, изучайте, делайте каверы, все, что вам будет угодно. Главное, создавайте и получайте удовольствие от процесса, ну и, конечно же, результата. Если тюн воспроизводится с дефектами, скорее всего, нужна более ранняя или поздняя версия трекера. Для этого в папке у вас есть 9 и 4 стейбл, на которых в основном и были созданы данные композиции. Большее количество тюнов является для меня сейчас недоступными. Я никогда не делал бэкапы по релизам, так что смог собрать для вас лишь неполную дискографию проекта. Ее у меня никогда не было. Тут буквально все, что я мог отыграть на мероприятиях за последнее время. Плюс-минус 60 рабочих тюнов в Rooms SSSR. Тыкайте play и все будет ок. Более универсальный вариант для ваших игрушек или рабочих студий. 6 сэмпл-паков, включающих в себя звуки Korg Volca Bass, Korg Gadget для Nintendo Switch, мой первый LSDJ сэмпл-пак, который был самым первым опытом забора звуков, поэтому, возможно, вышло не очень удобно, но в бонус для вас проект LQCI подготовил свой Little Sound Sample Pack, где рассортировал и записал все уже по красоте, за что Денису большое спасибо. Так что смело, без кирпичей, вы можете тыкать волны, блопы, пульсы, блипы и прочие писклявые пищалки любым удобным вам способом. А также коллекция SNES и звуки с Teenage Engineering OP1. Все записано мной на рекордер и использовано в конкретных релизах. Есть треки примера звучания в каждой сборке. Все это наборы звуков для безграничного применения. От трекеров до DAW студий. Никаких игрушек УПК или секвенсоры с подгрузкой сэмплов. Да хоть аудиоэффекты для ваших видео, спецэффекты к играм и сигналы на SMS-уведомления. Развлекайтесь! Продолжим более специфичными игрушками. Исходные файлы проектов релиза ChipQuake для Polyend трекера с сэмплами в трекерном формате Project MT. Это достаточно легко. Закидывайте папки к своим проектам и открывайте их в трекере. Крутите, вертите и по возможности радуйте ссылками на свои работы. Классический ChipBreak коктейль для вас. Вдогонку релиза ChipQuake ловите исходники OpenMPT в формате IT для настоящих фанатов модулей и различных ретро-платформ. Если у вас получится запустить и оживить данные наборы, это будет отличной практикой по работе с ограничениями и возможностями вашего софта, от OpenTracker до Renoise в минимальном размере. Для счастливых обладателей TNC 4.1 и M8 трекера исходный файл Single Sky Gaze в M8S формате. К сожалению, на данный момент я могу поделиться с вами только одним исходным проектом, но продукт от Trash 8 еще не достиг таких масштабов популярности, чтобы за это можно было действительно переживать. Так что дальше больше. По фану прикрепляю исходные примеры для Nanoloop Mobile, 2 зарисовки для мобильных устройств на iOS и Android. Покрутите звук, изучите структурку и применяйте навыки в собственных проектах. Вот таким набором я хочу поделиться с теми, кому все это действительно интересно. Благодарю за то, что досмотрели видео до этого момента, и теперь самое главное, как все это дело скачать. Поскольку мне никто так и не скинул ни одного своего тюна или проекта, написанных по роликам на YouTube и файлам к ним, я делаю вывод, что все это не особо-то кому и нужно. Поэтому надеюсь, что все файлы в одном месте могут стать отличным бустом для вашего творчества, было бы желание. Начинайте уже осваиваться и творить, хватит все время оттягивать на посмотреть позже.
Но поскольку делиться трудами последних лет в пустоту не хочется, я сделал отдельный пост на Бусти с минимальной оплатой. Это значит, что вы можете задонатить мне абсолютно любую сумму на ваше усмотрение и, самое главное, по вашим финансовым возможностям от 10 рублей. Так я хотя бы буду знать и верить, что некоторое количество ребят все-таки интересуются данной тематикой и готовы развивать и развиваться. Если с Boosty у вас возникнут какие-либо проблемы, то находитесь в телеграм-канале Vrooms SSSR, и мы обязательно придумаем, как поступить и куда кидать ссылки. Главное, не стесняйтесь. В свою же очередь на ваши монетки я постараюсь приобрести различные игрушки для новых видео, а затем опять поделиться с вами результатами и наработками. Так что буду безумно рад вашей поддержке. И идея, конечно, сомнительная, но ничего веселее на данный момент придумать я не могу. Дела у меня так себе, так что когда еще появится подобная возможность, даже не могу спрогнозировать. Активности на канале в ближайшее время станет значительно меньше, так что ловите пак со всей признательностью за ваше внимание к проекту на всем его пути пищалок. 10 рублей и Vrooms SSSR сможет звучать с исходников в любом уголке окружающего вас пространства, если оно вам нужно. На этом все. Обнял, поднял. Пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока.